Здравствуйте. Начнем с вас, Павел. Как, по-вашему, можно ли отнести дело ЮКОСа, строго говоря, к экономическим преступлениям? Да, конечно. Бывший руководитель ЮКОСа обвиняется по статьям Уголовного кодекса, которые отнесены к экономическим преступлениям, прежде всего. Поэтому, да. Как, Владимир, вот эти 6 лет подтверждают ли версию Павла? Да, по-моему, уже столько доказательств того, что есть четкая политическая подоплека у этого дела. Я посмотрел недавно процентное соотношение оправдательных приговоров, которые были в 1937 году. Вот. Так вот, этот процент равен где-то 8-9%. Вот. Сейчас, в настоящее время, в России меньше 1%. В 21 веке. Вот. Я думаю, помнят все, что было у нас в 1937 году. Да? Но если сопоставить, то надо призадуматься. Все-таки, наверное, сравнивать с 1937 годом не стоит, но ситуация абсолютно сопоставимая по обвинительному уклону правосудия. И, на мой взгляд, это совершенно неудивительно, потому что в последнее время, особенно когда эти вопросы курировал помощник Путина по кадровой политике Виктор Иванов, было назначено очень много людей в судейский корпус, которые пришли из силовых органов, из прокуратуры, и которые, собственно, пришли туда вот с этим вложенным микрочипом идеологическим, заряженным на обвинительный уклон. И, конечно, то, что у нас такой ничтожно маленький процент судебных оправдательных приговоров, это, конечно, постыдная статистика. Если президент Медведев ее не знает, это просто свидетельствует о его низком профессионализме. А, скорее всего, на самом деле он лукавит. Да, и вот, пользуясь случаем, что Владимир сказал, что из силовых структур люди пришли, стали судьями, может быть, у меня нет такой статистики, я не помню, чтобы адвокат стал судьей. Такой статистики, по-моему, вообще нет. Да, совершенно точно. Там бывшие прокурорские работники, работники следственных органов, МВД там, и так далее. А насколько убедительным, раз уже мы вспомнили этот телемост премьера со страной, убедительным показалось спустя 6 лет, что весь доход, что ли, совокупный от конфискации собственности ЮКОСа пошел в интересах ЖКХ, да, очередников социального жилья. Я думаю, вся страна согласится, что это не очень убедительно. Конечно, это чепуха, потому что, во-первых, федеральный бюджет, куда поступили, собственно, эти деньги, он не финансирует непосредственно расходы там, на модернизацию систем ЖКХ и на строительство социального жилья. Это все делают региональные бюджеты. Да? Как только ЮКОС был национализирован, а Ходорковский с Лебедевым оказались в тюрьме, после этого Путин сразу объявил о снижении налогов на добычу нефти. Например, в этом году оно составило примерно 6,5 миллиардов долларов. Это то, что нефтяные компании получили от государства в виде налоговых льгот. Прежде всего, крупнейшая добывающая компания нашей страны – Роснефть, которая как раз и поживилась на ЮКОСе. Да? Поэтому, на самом деле, если не лукавить и смотреть на ситуацию так, как она есть, то получается, что после национализации ЮКОСа как раз из бюджета у нас, у налогоплательщиков, стали забирать деньги для того, чтобы отдать вот этой путинской, сеченской Роснефти. Вот такая перевернутая с ног на голову штука. Еще 2 года назад, или там уже скоро 3 года, как пройдет, да, я читал первую версию вот этого обвинительного заключения по новому делу Ходорковского и Лебедева. Мне очевидно стало ясно, что это люди просто под заранее заданную задачку пытались подогнать свои действия. Да? То есть, они не знали, каким образом. Им, видимо, приказали обвинить Ходорковского и Лебедева в хищении нефти. Они не очень хорошо понимали, как это сделать. Поначалу там понаписали ерунды, да, много. Вопрос Павлу. Вот сейчас чуть-чуть началась была кампания по очищению рядов Министерства внутренних дел от оборотней, от перевертышей. Как, по-вашему, это похоже на компанейщину или на реальную заинтересованность Кремля в таком самоочищении? Я думаю, что заинтересованность в самоочищении есть. Есть и у МВД, и у прокуратуры, и у суда, и у ФСБ. Другое дело, кого будут ставить на те места, которые очищаются. Скорее всего, будут ставить своих ставленников, которые, возможно, будут не лучше. Как вы верите ли вы в искренность вот этой кампании? Да, конечно, нет. Есть система толерантности коррупции, когда высшие политические руководители и руководство силовых структур, что говорить, они сознательно закрывают глаза
и даже поощряют какие-то коррупционные действия своих подчиненных для того, чтобы иметь папочку на них с компроматом, да, чтобы за это купить их соглашательскую позицию по разного рода действиям, да, там ты делай, как мы тебе говорим, иначе мы против тебя там возбудим уголовное дело, вот есть за что, да. Вот это такая система круговой поруки, система, которая вяжет всех по рукам вот этим участием в коррупции, это, собственно, та система, которая позволяет нынешним правителям держаться во многом на плаву, да, и, конечно, ну, они могут уволить каких-то конкретных людей, сделать их стрелочниками, но они не откажутся от этой системы, потому что это единственный способ, которым они могут обеспечить лояльность себе тех же силовых структур. Дело ЮКОСа как раз началось летом 2003 года, когда закрыли канал последний ТВС, и, собственно, началась такая атака в канун выборов в Государственную Думу. Связываете ли вы дело ЮКОСа с общими тенденциями в России 2003 года? Да, конечно, больше того, это, вот, наверное, можно считать, если мы ищем одну точку, да, вот какой-то один поворотный момент, когда можно сказать, что Россия все окончательно стала авторитарной страной. А вы не почувствовали какую-то растерянность в действиях обвинения? Я здесь, к сожалению, скорее скептик. Я не считаю, что внутри власти идет какая-то борьба за исход этого процесса. Я считаю, что, наоборот, есть некое единство. Просто так получилось, что его немножко растягивают во времени, трудно понять, из-за чего это, но у меня нет ощущения, что все движется к какому-то иному финалу, кроме, к сожалению, вот второго судебного приговора, и это очень печально. Как по-вашему, способен ли действующий президент, пользуясь своим правом на помилование, даже не дожидаясь окончания вот второго процесса, его использовать? Я думаю, да. Способен? Да. Вот он То есть вы считаете, что он может помиловать? Может, если захочет. Ну, я хотел бы так думать, да, но, честно, я не вижу никаких объективных оснований для этого, потому что господин Медведев полностью плетется в фарватере своего предшественника и патрона Путина, да, и пока он вообще не продемонстрировал никаким образом, что он способен на хоть какие-то самостоятельные шаги, а это такой серьезный шаг, это не шутки, на минуточку, да. Я думаю, это вполне может произойти. Когда-то вот в 1986 году… Когда-то это должно прекратиться. Не ожидали от Горбачева, что вернутся из ссылки Сахаров со своей женой? Понимаете, в чем дело? Вот эти сравнения Медведева с Горбачевым, Медведев же тоже знает уже. Вот Горбачев, когда начинал все это, он не знал, к чему это приведет. А теперь не только мы с вами знаем, чем все закончилось, но и те, кто находится у власти, включая Медведева. Вот я в одной из своих статей, комментируя его текст под названием «Вперед, Россия», сказал, что, на мой взгляд, Медведев, не успев побыть ранним Горбачевым реформатором, уже перескочил и стал таким поздним Горбачевым, который, если помните, назначил Кравченко на Гостелерадио, там закрывал «Взгляд», был Вильнюс, там приход консерваторов во власть, правительство Павлова там, и так далее. Да. Похоже, что эти люди уже очень хорошо, которые у власти находятся сегодня, они очень хорошо знают тот опыт, они боятся открывать форточки, чтобы не было сквозняка. И, к сожалению, вот я не думаю, что нам надо так вот расслабиться и готовиться к тому, что завтра добрый Медведев придет и всех освободит. Не похоже на то, чтобы это могло произойти. Вы знаете, я думаю, что способен. На самом деле, это, если это произойдет, это будет жест доброй воли, который ни к чему власть не обяжет. Вот. Но одним там, или двумя сидельцами в стране станет меньше, и общество успокоится. Ну вот и посмотрим, да, уже недолго осталось. Еще раз я повторяю, что остаюсь скептиком по поводу действующего российского президента. Большое спасибо вам за это интервью. Спасибо. Напомню, что гостями нашей студии были адвокат Павел Зайцев, бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета МВД России, и политик Владимир Милов, член политсовета движения «Солидарность». В студии работал Владимир Карамурза. Всего вам доброго.